Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая красотка из будущего вас ждет? Какая женщина появится в вашей жизни? Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, настраивайтесь на расклад. И смотрим сейчас, что у вас произошло, какой вы. Так. Вы такой, знаете, вы очень романтичный, вы очень светлый и порядочный человек. Вы в свое время безумно любили одну женщину, которая любила красоваться, которая любила, чтобы весь мир вокруг нее вертелся. И эта же женщина в свое время сделала вам очень больно, что вам просто не хотелось жить. Вы долго тянули эти отношения на себе, может быть, вы долго не хотели, не решались расстаться с этой женщиной, да? Но всякому терпению приходит конец. Вы по своей натуре, вы довольно серьезный человек, вы лидер, очень активный такой, да, вы деятельный, вы совершенно не лентяй. Но вам в то же время вам очень хочется любви. Вот знаете, бывает, когда любовь уже накопилась до такой степени, что ее хочется просто отдавать кому-то, выплескивать, да, о ком-то заботиться, холить, лелеять кого-то. Вам уже так этого хочется, вы просто истосковались по новым отношениям, по женщине, да. Именно по отношениям, по настоящим, которые должны быть, да, когда все вместе, когда все взаимно, да, а не игра в одни ворота. Потому что игра в одни ворота, она, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Все ведь в отношениях должно быть взаимно, правильно? Напишите в комментариях, вы согласны со мной или нет? Что отдача в отношениях должна быть обоюдная, да, а не так, что один партнер все отдает и заботу, внимание, ласку, там, деньги, все вкладывается, а второй партнер получает. Я думаю, это неправильно, да? Поэтому вы очень истосковались, знаете, вот именно по тому состоянию, когда ты нужен. Вот это очень важно в отношениях, состояние именно нужности. А для мужчины это вообще очень важно, да. Важно, когда тебя ценят, когда ценят то, что ты делаешь для женщины, да. Когда тебя встречают вечером с работы с улыбкой, да, с теплым ужином. Когда тебя выслушают, как у тебя прошел день. Может быть, у тебя какие-то проблемы, да, и ты можешь смело поделиться с женщиной и не бояться, что тебя начнут высмеивать, говорить, а я ж говорила, да, вот ты такой сякой. То есть не будет вот этого выноса мозга. Когда тебя выслушают, поддержат, да, подставят свое хрупкое плечо и вселят в тебя веру какую-то, да. Ведь настоящая женщина, она должна окрылять мужчину, окрылять, вдохновлять, да, на какие-то поступки. Почему многие мужчины не хотят развиваться, да, вот, либо же искать какую-то более прибыльную работу, потому что у него дома бензопила сидит, да, вот, грубо говоря, которая пилит постоянно, вот ты мало приносишь, ты такой сякой, ты ничего не можешь, ты ничего не добился, да. После таких слов вообще ничего не хочется, ну согласитесь, ну не хочется ради такой женщины ничего делать. И в другом случае, когда рядом любимая женщина, которая тебя поддерживает, вдохновляет, говорит, какой ты молодец, да, там не расстраивайся, у тебя все получится, все будет хорошо, да, хочется просто, вот не то, что идти, бежать хочется, делать, лететь, чтобы сделать что-то ради этой женщины, да, хочется землю рыть просто, чтобы и где-то и подзаработать, либо найти хорошую работу, более прибыльную, только бы она была счастлива, да. Но, к сожалению, не каждому везет так. Поэтому вот как-то так. Смотрим, что же дальше у вас будет в личной жизни. Так, да, сейчас личная жизнь у вас
подвисшем состоянии. Но дальше у вас нарисовывается совершенно новая женщина. Причем вы можете с ней познакомиться где-то вот в людном месте. Вот некоторые мужчины, знаете, вот мне пишут в комментариях, что вот где же я с ней познакомлюсь, да, вот я из села, допустим, да, какие корпоративы могут быть в селе или еще что-то. Я ведь говорила уже не раз, что это общий расклад. Если я говорю там, например, корпоратив, либо день рождения или еще что-то, это же не значит, что 100% корпоратив должен быть, да, у всех. Я имею в виду, это где-то какое-то, знаете, ну, людное место. Это могут быть, да, дни рождения, те же корпоративы. Можно даже, извините, на остановке, пока ждешь автобус, познакомиться. Это тоже людное место. Поэтому я еще раз говорю, это общий расклад, не понимайте все прямо буквально. Вы, ну, основное зерно как-то выхватываете, то, что вам подходит, а не четко все дублируете, вот запоминайте каждое слово. Вы улавливаете, какой посыл я вам даю, да, вот, а не именно ждите корпоратива. Вот, значит, знакомство с женщиной будет, еще раз повторяю, где-то в людном месте. Это может быть что угодно, магазин, остановка, я не знаю, ну где угодно, парк, зоопарк, где угодно, да, их очень много людных мест. Так, женщина красивая, ухоженная, такая, знаете, создается впечатление, ну, такая самодостаточная, достаточно уверенная в себе женщина. Знаете, вот с этой женщиной как-то вот вас попустит немного после вашего вот этого вот депрессняка, может быть, который сейчас у вас, если у кого-то есть, вот такой негативная женщина, судьбоносная. Знаете, вот она как раз, она из тех женщин, которые довольно справедливы. Вот они живут по жизни вообще справедливо и руководствуются справедливостью в своей жизни. Они стараются поступать честно, по совести. Знаете, это женщина, которой хочется мчаться. Женщина, которая вот именно вдохновляет. Не та, которая гнобит, а та, которая вот вдохновляет на какие-то поступки, да, которой хочется сорваться среди ночи, сделать какой-то, знаете, вот, ну, романтический поступок, как-то ее удивить, сделать что-то приятное. Вот она из таких. И в то же время, да, вот она, знаете, она умеет как-то вот балансировать. В то же время она и красотка такая вот вся из себя. Но в то же время, с другой стороны, она и простая. Вот как-то, знаете, вот баланс какой-то в ней есть. Вот и простая, и золотая одновременно. Вот смотришь на нее с виду королева, да, а ближе познакомишься, она простая-простая. То есть не нужно пугаться, если вы встретите красивую, ухоженную женщину. Это не значит, что у нее там полно тараканов, она любит только миллионеров и так далее. Не нужно пугаться, потому что, ну, как-то повелось, что довольно часто мужчины пугаются вот красивых женщин, ухоженных, да, что вот я ее не потяну, я там не подхожу, либо же по статусу я ниже и так далее. По статусу сходятся все по-разному, да, кто-то выше статус, кто-то ниже. Это уже как карта ляжет. Так, женщина, которая, знаете, она как-то вот, у нее работа может быть связана тоже, она где-то в коллективе работает. У кого-то может быть даже проигрываться, что она либо же врач, либо же какой-то вот госслужащий. Какая-то вот специальность у нее. Вот захочется, знаете, вот перед ней преклоняться просто. Вот она чем-то так, знаете, вас покорит, что вы отбросите свои, даже вот если у вас есть какие-то страхи, комплексы, вот захочется вот преклоняться, хочется, знаете, перед такими женщинами какие-то вот мужские подвиги, что ли, совершать. Вот это сейчас может быть не модно и не актуально в наше время, но поверьте, еще есть мужчины, которые делают такие, знаете, безбашенные романтические поступки вот ради женщин.
И это действительно есть, и я знаю таких мужчин, да, вот как бы женщины, которые, ну вот они умеют настолько расположить к себе, что ну ты просто не усидишь, да, ну ты не сможешь с такой женщиной просто сидеть на лавочке и мирно беседовать. Вот захочется именно чем-то, знаете, удивить ее приятно, вот что-то такое учудить, чтобы она так, знаете, ахнула просто, вот в хорошем смысле слова. Да, вот знаете, с ней будет какая-то жизнь, ну, совершенно другая. Вот если вы сейчас больше домосед, то с ней вы будете где-то постоянно, то ли в компаниях, может быть, к друзьям, дни рождения. Ну, как-то вы постоянно, вот движуха такая у вас будет, да. Жизнь как-то потечет быстрее, темп жизни как-то, ритм жизни будет более быстрый, не скучный. Знаете, вот есть женщины, с которыми не соскучишься. Да, вот посмотрите, вам будет настолько классно с ней, что вы просто будете готовы ее, да, вот ну, на руках носить, и в прямом, и в переносном смысле. Вот настолько она будет вас вдохновлять, настолько вы, ну, влюбитесь, что ли, в нее, что вы будете готовы, ну, просто на все ради этой женщины. Поэтому, дорогие мужчины, у кого сейчас грусть, печаль, тоска на сердце, не переживайте, это ненадолго. Холостяковать, конечно, может быть и хорошо, но все-таки намного лучше, когда есть любимый, любящий тебя человек, с которым тебе хорошо, с которым ты чувствуешь себя нужным, любимым, счастливым, да. Это так здорово, когда твои глаза сияют от счастья, когда ты настолько окрыленный, когда тебе хочется летать и что-то делать ради другого человека, да. Это ведь настолько здорово. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!